Всем привет, с вами Виктория Ню. Это видеообзор товаров с платформы Wildberries. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены фото тех товаров, о которых пойдет речь в данном обзоре. И если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Начну я, пожалуй, с банного полотенца. Оно вафельное. Полотенце размером 140 на 70 сантиметров, состав стопроцентный хлопок. Все строчки ровные, нитки нигде не торчат, края отлично обработаны. В общем, к пошиву у меня абсолютно никаких претензий тут нет. На ощупь полотенце мягкое, воздушное, несмотря на свои габариты, оно практически невесомое. У продавца полотенце представлено на выбор в 5 цветовых решениях. Я выбрала мятно-голубой, такой приближенный цвет к цвету Тиффани. В принципе, камера довольно правдиво передает оттенок этого полотенца. У меня был печальный опыт с вафельными кухонными полотенцами, которые после стирки просто очень сильно потеряли свою форму, и они стали не вафельными, а можно сказать такими, знаете, как марлевыми. Именно поэтому, когда мне в руки попало данное банное полотенце, я ожидала такого же результата. Тут на бирке на китайском языке я там перевела, и, в принципе, из полезной информации там то, что данное полотенце нужно стирать при температуре 40 градусов. Специально сняла этап загрузки полотенца в стиральную машину, выбрала режим, который стирает при температуре 40 градусов, чтобы потом ко мне не было никаких претензий, если вдруг что-то будет не так. После стирки я просто повесила полотенце на сушилку. Кстати, стоит отметить то, что данное полотенце очень быстро высыхает. И вот, пожалуйста, даже вот сейчас оно на ваших экранах не поглажено, то есть оно не потеряло своей формы, осталось таким же мягким, таким же воздушным, легким. Ну вот единственное, тут вот по кромке немножко оно забахромилось, но после глажки все абсолютно ровненько и полотенчико как новое. На момент озвучивания видео полотенце уже неоднократно стиралось, и могу с уверенностью сказать то, что действительно тут использовали хлопок высокого качества. Дальше речь пойдет также о банном полотенце, только уже махровом. Тут в наборе идут 3 штуки. Каждое полотенце размером 70 на 130 сантиметров. Заявленный состав стопроцентный хлопок. Тут также к пошиву у меня абсолютно никаких претензий нет. Ворс у полотенец, ну, знаете, такой невысокий. Сами полотенца довольно плотные. За счет этого, возможно, они вот не так все-таки быстро сохнут, как предыдущее полотенце. Тут, конечно же, нужно отметить то, что изначально меня привлекла цена за 3 полотенца, довольно бюджетно все получалось. И когда полотенца пришли мне, то есть я их пощупала, они такие на ощупь мягкие, к телу приятные, и я на самом деле была очень-очень довольна. Но после стирки они, знаете, становятся словно такими, как накрахмаленными. То есть вот эта вот мягкость ворса, она куда-то просто улетучилась. Хотя само полотенце формы не потеряло, тут все хорошо. Но вот, тем не менее, не сказать об этом тоже не могла. И тут мне прям вспомнилась песенка «А что ж вы хотели, а что ж вы хотели за 30 копеек всего». Следующий товар – это подушка на стул размером 40 на 40 сантиметров. С двух сторон подушки такие две довольно надежные веревочки, они же завязочки, которые, собственно, крепятся к стулу. Сама подушка имеет ну, такой вот наполнитель поролоновой крошки. В процессе использования подушка приминается,
то есть оседает, но ей довольно легко придать первоначальный вид, немного ее вот так вот пожамков. Состав заявлен стопроцентный хлопок. Ткань довольно прочная, износостойкая. А, Ну вот эта подушка служит мне уже давно, и не раз она у меня стиралась в стиральной машинке, также на щадящем режиме при температуре 40 градусов, и все с ней хорошо. Единственное, вот, ну вот там, где мы, скажем так, шоркаем ногами, появились такие вот катышки. Тем не менее, для меня это не проблема. Для меня было самое главное, это то, чтобы подушка была хорошо набита. И вот тут очень хорошо видно высоту подушки, да, толщину ее, скажем так. Я приобретала сразу две подушки. Кстати, вот одна подушка у меня крепится вот таким вот образом. Просто из-за того, что на моем стуле не за что, скажем так, вот эти завязочки привязать. И я ее сделала немножко такой изогнутой, для того, чтобы было комфортнее спине. Эти подушки у меня на стуле, который стоит у меня у моего рабочего стола. Следующий товар это плед размером 2 метра на 2,20. То есть он такой большой. Плед изготовлен из вилсофта. Это такое ворсистое синтетическое волокно. Тут, как вы сами можете видеть, кромка, край ткани абсолютно никак не обработан, просто согнули ткань и сделали один шов. Тем не менее, ткань не расползается, то есть даже многократная стирка никак на это не повлияла. Сам плед очень мягкий и на ощупь очень приятный, несмотря на то, что это все-таки синтетика. Плед тонкий, и для многих это минус, но для меня лично это плюс, потому что подобные пледы, более толстые, более плотные, не постирать в стиральной машинке, особенно вот такого большого размера. Их приходится сдавать в химчистку. А этот плед можно спокойно закинуть в машинку и быстренько постирать. Они также очень быстро и сохнут. Ну, вот так вот плед смотрится на просвет, то есть они вот так вот просвечивают, такие подобные пледы. Конечно, на кровати, когда вы постелили плед, то есть абсолютно не видно, какого цвета у вас постельное белье под ним. Но, тем не менее, имейте в виду то, что действительно эти пледы, они очень тонкие. Следующий плед покрывала также из Велсофта, но заказывала я его уже у другого продавца. Он тоже мягкий, очень приятный на ощупь, но тут уже кромка и вообще, в принципе, пошив у пледа намного лучше. Размер такой же, 2 метра на 2,20. Единственное, чем они отличаются друг от друга, это просто ну, узором. У первого пледа вот эти квадратики были поменьше, у этого пледа, ну, такие покрупнее. И этот плед такой же легкий, для своих габаритов, можно даже сказать, невесомый. У обоих продавцов пледы представлены в различных цветах. Кстати, рекомендация стирать эти пледы при температуре 30 градусов. Ну, я стирала при температуре 40 градусов в стиральной машине. И причем стирала неоднократно, и пледы абсолютно замечательно себя чувствуют. Они не линяют, не теряют формы после стирки. Ну и вот тут вот я снова показываю уже второй плед на просвет. Вот так вот он просвечивает. Тем не менее, вот на кровати, ну то есть этих просветов абсолютно не видно. Ну а вот и сама причина, по которой мне приходится часто стирать покрывала. Моя кошка очень любит на них развалиться. Так что присмотритесь. На мой взгляд, такие тонкие пледы – это хорошая альтернатива толстым и тяжелым пледам. Следующий товар – это кофры для хранения. В наборе 3 штуки. Я приобретала кофры
ну, мне нужны были именно большого размера. Эти кофры размером 60 на 40 на 35. Кофры очень хорошего качества, тут все замечательно прошито, замки отлично работают. Есть также смотровое окошко, через которое видно, какие именно вещи вы в него заложили. По бокам, ну, такие довольно прочные, надежные две ручки, за которые удобно, собственно, держать, да, уже наполненный кофр. И у продавца представлены они в двух размерах, то есть можно купить набор из 3 штук, но размером поменьше. Также у продавца представлены различные расцветки. В таких больших органайзерах мне удобно хранить зимнюю одежду. Ну, вот для таких целей мне совсем не нравятся вакуумные пакеты, потому что потом, когда нужно, достаешь с вакуумных пакетов ну, непонятно что. А в таких больших кофрах можно хранить и подушки, и одеяла, и пледы, ну, в общем, все, что поместится. Только достала зимнюю одежду, Сэмми уже тут как тут. Как говорится, святое место пусто не бывает. Ну, а дальше речь пойдет о термонаклейках. У продавца широкий ассортимент таких вот наклеек с различным принтом. Ну, то есть вот там очень-очень много разных рисунков. На упаковке есть наклейка с инструкцией по применению. Там ничего сложного. Вам понадобится утюг, ну и какая-нибудь такая тонкая ткань. Данные наклейки можно перенести на трикотажные, джинсовые, на другие виды ткани, кроме шерстяных. И также можно перенести ее и на какие-то такие кожаные изделия. Сумки, например, рюкзаки. Также данными наклейками можно замаскировать какую-нибудь там дырочку, либо какое-то, ну, например, нестираемое пятно. В моем случае мне нужно было прикрыть дырочку на одеяле. Я знала, что если с ней ничего не делать, то она разрастется. Конечно, наклейку можно было бы вырезать и, ну вот, под размер самой дырочки, но я подумала, что это будет как-то очень сильно бросаться в глаза, а тут прям целая композиция такая хорошая. В принципе, поэтому я приклеила целую наклейку. А, Она замечательно держится, при этом одеяло я уже стирала при температуре 40 градусов, и, то есть, ну, то есть наклейка абсолютно никак, ни с каких сторон не отходит. Единственное, в инструкции там написано там несколько секунд утюгом подержать, но я несколько минут так вот гладила, чтобы наклейка хорошо пристала к ткани. Следующий товар – это силиконовая смазка для автомобилей, но на самом деле она универсальная. Данный спрей химически нейтральный, и он безопасен для резины, пластика, металла. В этом баллоне 400 миллилитров, но у продавца есть баллончик и поменьше. Тут в комплекте идет такая тоненькая красная трубочка. Я ее подрезала для того, чтобы вставить ее один раз и больше не вытаскивать постоянно. У данного средства широкий спектр применения, дверные замки, уплотнители на пластиковых окнах. В общем, применение любой найдет, но у меня вот такой вот один баллончик находится даже на кухне. Раньше мы использовали ВД-40, тоже хорошее средство, со своей задачей справляется. Единственное, у него, ну, такой резкий, неприятный аромат. Тут аромат более приятный. И что я заметила после использования, все-таки, ну, вот этот эффект, да, он намного дольше держится. Поэтому вот какие-то кухонные ножницы, ну, там, где вот есть какие-то такие вот механизмы, особенно вот у меня шкафчики, они большие, тяжелые, загруженные, вот эти вот доводчики периодически начинают так вот поскрипывать, и после такой обработки, ну, очень хорошо и плавно закрываются шкафчики.
Следующий товар я долго думала, показывать или нет. В итоге решила показать, так как думаю, что кому-то все-таки это будет полезно. Это суперклей универсальный производства Южной Кореи. Все дело в том, что я уже просто устала покупать вот эти маленькие и большие тюбики с суперклеем. Открываешь тюбик, используешь там буквально вот 2-3 капли, закрываешь тюбик, и через какое-то время снова возвращаешься к этому тюбику, а там уже клей весь засох. И тут на Валберес я наткнулась на суперклей, у которого рейтинг 5 звезд. Ну, я подумала, почему бы не попробовать. Тут во флаконе 20 миллилитров продукта, вес 30 грамм. Для того, чтобы открыть флакон, на крышечку нужно немножко надавить. Это такая, знаете, как защита от того, чтобы дети не могли открыть. А в самой крышке тут есть такой металлический стержень, при помощи которого, ну вот, при закрытии флакона носик не забивается клеем, и, соответственно, когда вы в следующий раз возьмете этот флакончик с клеем, то есть носик будет не забит, и можно будет его спокойно использовать. Это однокомпонентный цианоакрилатный клей, который подходит практически для любых видов материалов. При этом данным клеем можно работать даже при минусовых температурах. Минусов у данного суперклея я не нашла. Это не первый флакон и уж точно не последний. Теперь суперклей мы будем приобретать только этот. У меня вот есть даже такая лягушара. Она металлическая, ну, типа должна держать монетку, но эта монетка очень плохо держится и постоянно падает, падала, вернее, вот, и мы ее также приклеили, и вот, как вы сами видите, все замечательно держится, все отлично. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если я была вам хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!